Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать ноготочки для Марины. И сегодня не будет блесток. Представьте себе, будет Марина, а блесток не будет. Что-то случилось. Бедные слоны в Африке. Все вымерли. Я не знаю, земля перевернулась. В общем, что-то произошло, но блесток сегодня не будет. Сегодня будет сова для совы. Марина у нас мало того, что она любительница блесток с блестками на блестках, она еще и любительница поспать. В принципе, как и я. Поэтому сегодня у нас будет такой себе своеобразный автопортрет. Итак, покрываем наши ноготочки. Покрываем его вот таким вот фаянсовым гель-лаком с полупрозрачной вуалевой структурой, благодаря которому гель-лак светится изнутри. Получается очень красивое такое покрытие, очень глубоко смотрящееся, даже несмотря на то, что это светлый фон. Как обычно, создание всех персонажей мы начинаем с подмалевкой. Рисуем кружочек для головы совы. Рисуем совиные ушки. Да-да, у совы есть ушки. Рисуем совиное тело, которое тоже довольно-таки кругленькое. И это все будет у нас с совой. На соседнем пальце рисуем ногу совы. Этой ногой сова будет держать чашку с кофе, с чаем, с крепкими алкогольными. В общем, не знаю, что там налито, но оно дымится, вкусно пахнет, и сова от этого балдеет. Поэтому что там налито, надо спросить у Марины. И далее переходим, как обычно, к светотеневым моментам. Для того, чтобы было понятнее, где нам расставлять светотени, мы прорисовываем глаза совы, нос, и дальше уже начинаем высветлять и вытенять все касательно глаз, носа и всех остальных черт лица. Самое основное в проработке светотеней – это, конечно же, плавность их растушевки. Чем плавнее вы растушуете светотени, тем плавнее будут переход оттенков и тем плавнее будет смотреться полностью ваш дизайн. Глаза мне пришлось дублировать в 2 слоя, потому что белый лак в 1 слой немножечко просвечивает.
Самое сложное в этом конкретном персонаже это глаза. У совы глаза довольно-таки большие, и нужно передать ощущение, как будто они изнутри подсвечены. Поэтому желтым цветом мы делаем подмалевок под глаза. В районе век совы мы делаем затенение. Такое впечатление нам нужно создать, что от век падает тень на глаза. Дальше мы делаем зрачки, и после этого раскладываем еще кое-где светлые участки для того, чтобы показать свечение. И когда у нас были практически полностью готовы глаза, Марина попросила сделать их полуоткрытыми, то есть что сова еще и не полностью проснутая такая, слегка еще подзаснутая и не раскрытая. Поэтому потом на глаза я нарисовала верхние подзакрывшиеся веки. Их мы прорисовали, и получилась вот такая вот прищуренная совушка. Дальше мы продолжаем работать со вторым пальчиком. Прорисовываем нашу чашечку, закрашиваем полностью ей всю основу. Хотели нарисовать сердечко на чашечке, но Марина стала против. Марина была злобная сова в этот день. Поэтому сердечки на чашечке мы рисовать не стали, а вот напиток внутри, пар от напитка и какие-то световые моменты на чашке все-таки отобразили.
После того, как весь дизайн мы перекрыли финишным покрытием, переходим к прорисовке. Расставляем буквально-таки парочку ярких бликов для того, чтобы подчеркнуть какие-то моменты. Блики в глазах, на носике, верхнюю часть головы, потому что на нее тоже падает больше всего света, ну и немножечко перышки. Итак, вот такая вот злобная сова у нас получилась, в принципе, как и Марина. Наверное, не надо было ей рисовать настолько злобную сову, потому что она весь этот месяц что-то злобствует. Так что в следующий раз мы ей нарисуем какого-нибудь пушистого ежика, наверное. Итак, надеюсь, вам сегодня было интересно, надеюсь, вам было весело и вам понравилось. Не забудьте подписаться, я же с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока!